Здравствуйте! Сегодня покажу, как можно связать ажурный шарф крючком. При помощи крючка 6 мм наберем 180 воздушных петель или любое количество петель кратно раппорту, который составляет 12 петель. Я вязала шарф по длинной стороне в ширину, используя узор в виде длинных полос по горизонтали, но можно использовать и в вертикальном направлении этот узор. Провязав 180 воздушных петель, провяжем еще 3 воздушные петли подъема. И пропустив эти 3 воздушные петли подъема, в 3 следующие петли провяжем 3 столбика с накидом вместе. Зацепим крючком за 2 боковые стенки первой воздушной петли и провяжем незаконченный столбик с накидом, оставив его на крючке. Во вторую воздушную петлю провяжем аналогичный столбик с накидом, оставим его незаконченным на крючке. И в третью воздушную петлю провяжем аналогичный незаконченный столбик с накидом. Протянем рабочую нить через все 4 петли на крючке. Сейчас мы вяжем кромочную часть шарфа и раппорт начнем на 6 петле цепочки. Закончим ряд аналогичной зеркальной кромочной частью. Провяжем воздушную петлю и за 2 стенки нижней воздушной петли провяжем столбик с накидом и воздушную петлю. Хотела бы обратить внимание, что провязывая воздушную цепочку в этом ряду мы всегда вяжем за 2 боковые стенки петли воздушной цепочки. И еще раз повторим: столбик с накидом и воздушная петля. В следующую петлю цепочки провяжем галочку в виде столбика с накидом плюс воздушная петля плюс столбик с накидом плюс воздушная петля. И с этой галочки начнем наш раппорт. И далее в 2 следующие петли воздушной цепочки провяжем столбик с накидом плюс воздушная петля и еще раз столбик с накидом и воздушная петля. Наш раппорт состоит из 12 петель, и это галочка из 2 столбиков с накидом, далее 2 отдельных столбика с накидом, потом 7 столбиков с накидом вместе и 2 отдельных столбика с накидом. Каждый столбик с накидом, независимо от его разновидности, разделяем воздушной петлей. В следующие 7 петель воздушной цепочки провяжем 7 столбиков с накидом вместе, провязывая 7 незаконченных столбиков с накидом каждую петлю цепочки и оставляя их на крючке. И далее протянем рабочую нить через 8 петель на крючке. После 7 столбиков с накидом вместе провяжем воздушную петлю и в 2 следующие петли цепочки провяжем столбик с накидом плюс воздушная петля и еще один столбик с накидом плюс воздушная петля. Таким образом закончим наш раппорт. И далее будем вязать наш раппорт нужное количество раз по схеме. Галочка из столбика с накидом плюс воздушная петля плюс столбик с накидом плюс воздушная петля в следующую петлю. Далее в 2 следующие петли повторим 2 раза столбик с накидом и воздушная петля и столбик с накидом и воздушная петля. Далее 7 столбиков с накидом вместе плюс воздушная петля и в 2 следующие петли повторим 2 раза столбик с накидом плюс воздушная петля и столбик с накидом плюс воздушная петля. Для наглядного представления выложила схему узора в конце видео. Провязав раппорт нужное количество раз, у нас останется 7 петель воздушной цепочки, которые провяжем в виде галочки из столбика с накидом плюс воздушная петля, столбик с накидом и воздушная петля. В 2 следующие петли провяжем 2 отдельных столбика через воздушную петлю и закончим ряд, провязав 4 столбика с накидом вместе. Таким образом, сформировав второй боковой кромочный край.
Я вязала шарф тонкими нитками и хотела немного рельефа в полотне, который создается на небольшом контрасте высоты столбиков с накидом и 7 столбиков с накидом вместе. И хотела бы отметить, что если нитки будут толще, то я бы скорее всего вязала вместо отдельных столбиков с накидом и галочки столбики 2 накида. Столбики 7 накидов вместе вязала бы без изменения, и тогда не будет рельефа полотна в результате перепада высоты столбиков. Второй ряд 3 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание. И под первую воздушную петлю нижнего ряда провяжем кромочный столбик с накидом. Приступим к раппорту четного ряда и, начиная с первого нижнего столбика с накидом, провяжем 11 столбиков с накидом. В каждую петлю нижнего ряда, включая нижние столбики с накидом и воздушные петли. Провязав 11 столбиков с накидом, ориентируемся на нижний столбик с накидом. И следующая петля нижнего ряда — это 7 столбиков с накидом вместе, с обеих сторон обрамленные воздушными петлями. И в эти воздушные петли вяжем 2 столбика с накидом вместе. И далее продолжаем по этой схеме вязать до конца ряда, провязывая 11 столбиков с накидом в каждую петлю нижнего ряда и ориентируясь на нижние столбики с накидом. 2 столбика с накидом вместе мы провязываем воздушные петли около нижних 7 столбиков с накидом вместе. И в принципе это и вся схема наших четных рядов, которая в дальнейшем будет абсолютно одинакова. И закончим ряд, провязав кромочную часть полотна в виде 2 столбиков с накидом вместе. Первый незаконченный столбик с накидом зацепим под предпоследнюю воздушную петлю нижнего ряда, и второй незаконченный столбик с накидом зацепим под арку из 3 подъемных воздушных петель нижнего ряда. Третий ряд вяжем в принципе по схеме первого ряда с небольшим изменением в кромочных частях. 3 воздушные петли, поворачиваем вязание, пропустим 1 петлю нижнего ряда и провяжем 3 столбика с накидом вместе в 3 следующие петли. Далее 2 отдельных столбика с накидом через воздушную петлю в каждую петлю нижнего ряда и чередуем раппорт первого ряда в виде галочки из 2 столбиков с накидом, 2 отдельных столбиков с накидом, 7 столбиков с накидом вместе и 2 отдельных столбиков с накидом. Все столбики вяжем через воздушную петлю. Хотела бы обратить внимание на рисунок в разрезе рядов. В нечетных рядах галочки из столбиков с накидом расположены друг над другом, и вершина нижнего двойного столбика с накидом вместе нижнего ряда расположена под 3 и 4 столбиком из 7 столбиков с накидом вместе в нечетных рядах, которые провяжем в виде галочки из столбика с накидом плюс воздушная петля, столбик с накидом и воздушная петля. 2 следующие петли провяжем 2 отдельных столбика через воздушную петлю и закончим ряд, провязав 4 столбика с накидом вместе. Провязывая 4 столбик под арку из подъемных воздушных петель нижнего ряда. И продолжаем чередовать схему 2 и 3 ряда до необходимой ширины шарфа. Мне потребовалось провязать всего 18 рядов, и размер моего шарфа составил 29 сантиметров в ширину и 140 сантиметров длиной. По желанию можно оформить шарф бахромой с обеих сторон, для чего нарежем необходимое количество отрезков нити длиной 20-21 сантиметр. Я сделала бахрому из 4 нитей и крепила ее в каждую вторую петлю по короткой стороне шарфа.
Для упрощения процесса формирования отрезков нити можно использовать любые подручные средства. Я взяла лист бумаги, который шириной 21 см, и на него намотала необходимое количество витков, после чего разрезала нити с обеих сторон и получила необходимые отрезки. Сформируем бахрому, закрепив нити в каждую вторую петлю по узкой стороне шарфа. Сложим отрезок 2 раза, получив 4 нити. Протянем через 2 верхние стенки первой петли и в получившуюся петлю протянем края нити, сформировав таким образом узелок. И аналогичные узелки завяжем каждую вторую петлю до конца короткой стороны шарфа. Оформив бахрому с обеих сторон, мы получим отличный ажурный шарф. На этот шарф размером 140 сантиметров в длину и 29 сантиметров шириной у меня ушло 100 грамм пряжи. В 100 граммах 430 метров, составом 40% шерсть, 60% акрил. Вязала довольно тонкий шарф крючком 6 миллиметров. Спасибо за просмотр мастер-класса по вязанию довольно простого и эффектного ажурного шарфа крючком. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось.